официально никаких таких названий нет у мотивационных, да? Они называются по-разному, как социальная помощь наркозависимым, как реабилитационные центры, как конфессиональные центры, по-разному. Значит, но если отталкиваться от слова мотивационные, если есть такое как бы их представление о том, что они пытаются мотивировать людей, то из того, что я знаю, тех людей, которых я видел после мотивационных домов, то на самом деле трудно говорить, что это мотивация. Во-первых, мотивация – это побуждение все-таки. То есть побуждение к изменению своего поведения. Если брать психологически, то есть убеждение, то есть преподнесение каких-то фактов и перемена точки зрения человека, мышления его, взглядов, суждений. Есть побуждение, то есть с помощью каких-то технологий, например, психологических, изменение его поведения, закрепление этих форм поведения. Ну, предположим, человек понял, что такое поведение носит характер не очень адекватный или неадекватный совсем, то он, осознавая это, хотел бы закрепить новые навыки. И эти новые навыки ему дают возможность закреплять в условиях тренинга. То есть, когда он играет, ну, я не знаю, там, он может внутри группы, внутри этого реабилитационного центра, мотивационного дома, он может на улице тренироваться, ну, предположим, как отказаться от употребления наркотиков, или как он общаться будет с людьми, когда ему предлагают. То есть много разных вещей. И третий способ мотивации, который как бы кто-то относит, кто-то не относит, это принуждение. Так вот, если говорить об этих мотивационных домах, то, что я о них знаю, это в основном принуждение. То есть там никто никого не убеждает. И если приводятся факты о том, что психоактивные вещества – это плохо, то это преподносится только в унижающей человека форме. Никаких тренингов особых там нет. Это вообще, слово «мотивация» я бы оттуда убрал. Там ничего такого не существует. И вот здесь можно сказать, что эти реабилитационные программы существенно отличаются от религиозных. В религиозных, несмотря на то, что я к ним скептически тоже отношусь, там есть и убеждение, там есть и побуждение, и там нет принуждения. Ну, по крайней мере, в тех, которые относятся к традиционным конфессиям. Первая фраза, когда сын зашел домой, он сказал: «Я тебе никогда не прощу, что ты меня туда отправила». Все. То есть вывозили меня с квартиры насильно, взламывая дверь, чем-то обкололи, заковали в наручники, вынесли на руках. И как бы я в себя пришел только уже под Казанью, даже не помню районы, короче, как мы заезжали там, как бы, ну, где вообще располагался этот мотивационный дом. Значит, как они появились? Общество и снизу, и сверху начало думать, что делать с людьми, которые не хотят отказываться от употребления психоактивных веществ. Надо изменить их сознание. Значит, сверху были предложены одни методы, ну, предположим, там принудительное лечение, а снизу родители и родственники начали думать, каким образом они не могут справиться со своими детьми, каким образом людей изменить. Они видят, к большому сожалению, только один способ – сломать. То есть куда-нибудь изолировать, заставить изменить поведение, и не готовы даже идти в криминальные структуры, а подавляющее большинство этих реабилитационных центров или мотивационных домов, насколько я знаю по своему опыту общения с людьми, которые туда входят, это полукриминал или криминал. То есть никакого отношения к мотивации, никакого отношения к реабилитации, никакого отношения к вообще гуманистическому подходу к больным там не существует, да и вообще к человеку. Одним из первых это был «Город без наркотиков», который вы мне написали, Ройсман. Одной из первых сетей, которая, кстати, настолько популярной оказалась, что сделала имя этому человеку и сделала его чиновником, а мэром. То есть за него голосует народ. То есть можно сказать, что вообще это произросло из желания людей. Для меня это парадокс, но это такова реальность. Значит, это появилось приблизительно 2005-2003, вот эти годы. Но система тюрем тоже построена на принципах общества, которое видит, как надо строить эти тюрьмы. Где-то можно камеры отдельные разжать телевизор, а где-то жестко, чтобы даже ограничивать в еде и давать самую плохую пищу. То есть принцип понятен. Человека нужно сломать. Сломать чем? Сломать самыми плохими условиями. Унижением, наказанием, оскорблением, лишением всего, что ему необходимо. То есть это как бы человеческий подход, такой античеловеческий или нечеловеческий подход. Методы жесткие,
применяются методы такие, что не все же соглашаются добровольно, не каждый человек может, так сказать, пригасить свое эго и промолчать. Кто-то, значит, начинает противостоять, и таких людей отводят в баню, там включают громко музыку, поливают холодной водой. Если не понимают, значит, применяют физическую силу. В конце дома ставили ведро с водой, на другом пустое, короче. От зубочисток же есть нижняя часть, не сама крышка, а вот нижняя часть, где зубочистки стоят. Вот давали на такую мензурку. Вот он этой мензуркой с одного ведра в другое ведро воду перетаскивал. Вот. За каждую каплю на пол он получал удар, короче. Впоследствии, когда он с одного ведра перетаскивал в другое ведро воду, ему мензурку это срезали наполовину, и вот этой маленькой мензуркой он таскал воду обратно, короче. И ребра ломали, и зубы выбивали. Один там среди нас, с Иваном, забыл, как его зовут, короче, он был ветчевый, короче. То есть он уже гнил на глазах, короче. А ему не давали ни курс лечения никакого, никакие таблетки там не пропускали. Я говорю, там вообще, там один метод выздоровления, обливание, все. Все общество в принципе пошло в пути ужесточения отношений между людьми. Это же не касается только наркозависимых. Это касается вообще всех групп, которые представляют меньшинство. Это секс-меньшинство, это этнические меньшинства. Вообще везде. В обществе построена вертикальная, патриархальная модель. А патриархальная модель включает в себя как раз унижение, ну не всегда унижение там в классической патриархальной, но, по крайней мере, подчинение. В подавляющем большинстве людей это либо то, что они называют равные консультанты, то есть те, кто избавились от зависимости, либо это люди из криминальной или полукриминальной среды, которые убеждены, они ведь не ради денег там работают. Я убежден, что не ради денег. И я знаю просто. А это люди, борцы за идею очищения общества от отбросов. Вот такая миссия у них, они считают. И поэтому с большим удовольствием там работают. А зачем им там психологические знания, медицинские знания, если нужно перевоспитать и сломать? Пример был такой случай, тоже там, одна девушка, не хотела писать задание откровенно, со слов консультантов, скажем так, да, вот, и преподнесли это все как, типа, она тут лучше, чем все остальные, туда-сюда, и чтобы дать это ей прочувствовать, короче, одели ее в бомжовское одеяние, засунули ее под лестничную площадку, где она не имела права выходить, не спать, ничего не имела права делать. Только когда все ночи ложатся, только да. То есть кормили ее тем, что, допустим, там всем выносили, каждый там скидывался по ложке, там по две, кто сколько, короче, то есть вот таким макаром. Также практиковалось, именно копание ям, да, то есть человека могли загнать на яму, да, и круглые сутки, чтобы он там находился, копал, да. Там же его и обливали сверху, и с ледяной водой, то есть, до полного изнеможения, в общем, такой момент. Я помню, за ужином он на одну каплю больше себе сгущенки, что ли, короче, капнул. И вот, то есть, ему там положили 3 буханки хлеба, пачку цикория, 3 или 4 банки сгущенки. И вот он все это должен был съесть, короче. То есть пока не съест, никто никуда не вставал. Люди, прям, как сказать, блевали в пакет, продолжали есть. Там много людей, которые как бы прошли сами, справились и хотят теперь помочь, в кавычках, другим. Часть из них это родители, например, отцы, у которых ребенок стал наркозависимым, и они справиться с наркозависимостью их сына или не смогли, но они выбрали способ, такой опять очищения общества. Они хотят посвятить себя этому делу. Они считают, что надо перевоспитать человека. А в советское время, и они, советские люди, перевоспитывают только трудом. Тяжким, невыносимым, с унижениями, за колючей проволокой или за закрытыми дверями коттеджей, которые они снимают. Но они другого способа. А я думаю, что они также своих детей воспитывают. Пусть не так жестоко. Это спартанские такие условия, то есть жесткие условия. Чем более жестким ты будешь, тем более хорошего человека ты сформируешь. Их точка зрения. На самом деле она никакого отношения к педагогике и к психологии не имеет. До меня
кому-то там порвали печень, короче, то есть В этом заключительном доме? Да, упокоился. После меня там еще 2 случая было, короче. Один повесился, второго тоже забили, короче, до смерти. Тем, кому удавалось убежать, но это очень редкий, ну, удавалось безвозвратно убежать, как бы это очень редкий случай. Как бы, ну, может быть, у них все хорошо, а тех, кого возвращали, они обычно были в полном в хламе, да, все там, кто в крови, кто с чем, да, у нас. Парнишка даже настолько хотел в моменте убежать, то даже, не знаю, спрыгнул с этажа, сломал себе ногу, в итоге все равно его догнали, все равно избили. Я помню, один из екатеринбургских пацаненок хотел газовой зажигалки, короче, вскрыл ее, короче, и в себя втянул, короче, вдохнул, короче. Вот его заставили, помню, пить утенок, короче, и нюхать соль. То есть вот такие там процессы происходили. Они находятся под давлением сначала родителей, общества и всех остальных давно, вот эти пациенты. И они как бы смиряются, что ничего сделать невозможно. Они туда идут не добровольно, но многие из них готовы согласиться на то, чтобы продолжать там находиться. То есть даже у них осознание того, что тебя можно заставить в этот момент, заставить и вообще унизить, оно как бы в целом нейтральное или даже позитивное. Это для меня это поражает. Вообще какой-то стокгольмский синдром, когда жертва начинает оправдывать своих насильников. Стокгольмский синдром классический. И я вот недавно такой молодой человек у меня был, он говорит, я уж 3 месяца добуду, раз родители говорят. Но я же вижу по нему, я же не первого человека вижу, что он закончит это, и у него опять начнется наркотизация. Он просто делает для галочки, для них. Но он сильный, его там не унижает особенно. Он выполняет какие-то требования. В сутки поспать для нас 3 часа, то есть 2 часа за ночь и час, как бы сон час был, но не всегда. То есть для нас было это счастье, короче. То есть вот в таком режиме люди там содержатся по 2, по 3 месяца, то есть. А вот с руками у тебя? Это вот у меня врожденный псориаз как бы. Я оттуда такой вернулся. А ты за помощью обращался там? Там? Там вот медицинские какие-то услуги были? Нет, там я подходил уже под конец самый. Говорил, что нужно. Они говорили, да, там вроде. Но потом ничего не было, потом меня уже оттуда забрали. Подавляющее большинство из них просто пропадает из поля зрения. Эти центры за ними не следят, им нет никакого смысла отслеживать эффективность. Они не медицинские же, чтобы доказывать свою эффективность. А родители больше просто никуда не обращаются. То есть на самом деле мы не знаем, какова статистика и что с ними происходит. Но по моим ощущениям, это люди, которые возвращаются к той жизни, которая была. Очень маленькая часть из них исправляется. Потому что нельзя исправить болезнь, если это болезнь. Но самое поразительное, что знает, туда кладутся не только наркозависимые. Там оказываются психически больные, которым точно это не показано. Люди, у которых вообще есть изменение поведения, не связаны с наркотиками. То есть вообще какая-то резервация для людей создается. Почему все это происходит? Я как понимаю, что с непокорами так борются, наверное, чтобы сломать человека, чтобы потом... просто я по себе так сужу. Что я делаю, что-то неправильно, что от меня хотят. А что тебе дало пребывание? Абсолютно ничего. Унижение только. Какое-то чувство обиды на родителей очень сильно сейчас. Я даже боюсь спрашивать у мамы, знала ли она, что там делают. Потому что если она ответит, что она знала, то я вообще не знаю, как вести себя в данной ситуации. Я уповаю на Бога, чтобы она не знала просто это.